Время 9:30 утра, и начинается моя поездка с того, что я еду в аэропорт. Отвозит меня туда кто? Конечно же, Мага. И я приехал в LA, забрал свои вещи, точнее свою сумку. Жду свое такси, которое довезет меня к гаражу, где стоит сейчас моя машина. Здорово. Привет. Привет. Ох, как я скучал. Ох, этот запах. Итак, я в своей машине и уже за рулем. У меня здесь все мои вещи и разложенный мой багажник. Я очень скучал быть за рулем. Сейчас я еду первым делом сдать в ремонт дрон, потому что я его здесь же себе починил после падения в Солт-Лейк-Сити во время поездки из Нью-Йорка в LA первый. Потом мне перестал работать, поэтому не было ни одного кадра из поездки в Нью-Йорк из LA с дрона, так как он сейчас сломан, у него не работает подвес, что-то на него трясется. Они закрываются через час, ехать мне 45 минут, так что надеюсь, я успею. Итак, тем временем, спустя час езды я уже подъезжаю. Одна из основных особенностей езды в Америке есть скорость потока. Ты можешь ее превышать типа там на 5 миль, за это ничего не будет. Но если превышают все, например, на 25 миль, то никого не остановят. Но если ты будешь превышать скорость потока уже, которая превышает скорость разрешенную, то будут вылавливать именно тебя. Интересно, что именно сейчас, именно здесь я почувствовал ту самую жизнь, которую я не чувствовал, пока был в Нью-Йорке, потому что там я как-то засел на одном месте, ничего не делал, не выезжал никуда, как-то не путешествовал, не смотрел ничего. Даже на машине чертовой не ездил очень долго. И приехав сюда, я почувствовал как раз, что я живой, что я что-то делаю, что я развиваюсь. Появилась какая-то энергия, силы, и это очень круто. Hey. It will be better if I don't come here. Так, дрон забрали, но, конечно же, никто ни в чем не виноват, кроме меня. Они ничто не хотят делать бесплатно, поэтому сказали, что ты сломал кабель сам. Спорить с ними бесполезно, я это попытался поделать, но теперь в планах заправить машину, купить воды и поменять масло в машине. Потому что я с момента покупки ее проехал уже 3500 миль. Мне кажется, за что уже можно любить LA, так это за возможность ходить вот так вот в одной футболке и вот за такие вот просто нереальные красные закаты. Сегодня, конечно, розовый, не красный, но все равно выглядит все это просто прекраснейшим образом. Так. Футболки по 3 бакса. Максон, конечно же, себе их возьмет. Почему бы и нет, потому что они стоят 3 бакса. Возьму, пожалуй, розовую, потому что это немножко рваная. Можно будет ее заменить вот этой. Вполне, думаю. Беру себе XL 46-48. За $3 футболка. Норм. И, может, возьму себе еще такую же серую. Пожалуй, да. В самый раз. Как здесь работает замена масла? Ты заезжаешь как в МакАвто и просто сидишь в машине. Вот тут у тебя есть касса, на которой тебе пробивают масло, спрашивают, какое ты хочешь. Итак, спустя 20 минут 104 бакса, 114 без учета купона, который я нашел где-то в интернете. У меня помененное масло, проверили давление в шинах, поменяли масляный фильтр. Быстро, удобно заезжаешь, по сути вообще не выходишь из машины и тебе все делают. День сегодня прошел на самом деле достаточно продуктивно. Я сдал в ремонт дрон, купил покушать, поменял масло. И то есть по дороге в Голливуд заеду на мойку и этот пункт сделаю из своих дел. Ах да, зачем я еду в Голливуд? Я еду к Валерии. Кто такая Валерия? Я пока что не знаю, если честно, сам. Я знаю только ее имя. И сегодня в сторис написал пост о том, что я сейчас в LA. Фокус, привет, Фокус, G7X, GH5, я здесь. Спасибо. О том, что я в LA, надо вписаться. Я был уже готов полностью ночевать в машине. И меня это вполне бы устраивало. Просто мне ответили, я подумал, что, пожалуй, воспользуюсь этой возможностью. Why not? Еду сейчас мыть машину и потом в Голливуд на место своей сегодняшней ночевки. Итак, чем же заканчивается мой вечер? Попытался встретиться с девушкой, которая меня хотела приютить. В итоге мы с ней встретились. Я не смог найти парковку около ее дома. Есть платные места от 10 до 50 баксов за ночь, но я за нее платить не собираюсь, потому что за нее можно не платить. Мы с ней просто прокатились. Она мне пыталась показать места, где можно припарковаться. Мы ничего не нашли, можно было стоять везде максимум 2 часа. Сказал, окей, давай не будем тратить ни твое, ни мое время. И довез ее обратно до дома. Попрощались, пообщались
постояли пару минут. И сейчас я приехал в Whole Foods, заряжаю ноутбук, перекидываю файлы сегодняшние. Так что ночевать я буду сегодня уже в машине на парковке Ральфса, где я это сделал в прошлый раз. Вполне было удобно, и норм там выспался. Только в этот раз не буду там заряжать ноут в машине, а то, как вы знаете, она имеет свойство садиться. Время 3 часа ночи, я себе сейчас сделал в машине мандариновый сок, и это классно. Утро моего первого дня в LA. Рассвет встречал на Mulholland Drive. Такая дорога, у которой есть недалеко смотровая площадка, прям где можно остановиться, припарковаться нормально и насладиться видом на весь Лос-Анджелес. Там, если подняться в гору, то видны голливудские холмы. Ночью сегодня проспал на парковке Ральфса. Уже гораздо комфортнее, как-то не чувствуется, что я делаю что-то не то. И вполне норм выспался. Проходим пару ступенек и видим здесь вид на буквы Голливуд. Вон они. Тут у нас вот такой вот viewpoint, 360 градусов на город, там даунтаун, холмы, голливудские холмы, там Беверли-Хиллз. И выглядит все это очень классно. Кстати, да, уже ночью я заказал себе для дальнейших ночевок спальник, потому что было все-таки достаточно холодно. Он уже завтра придет в один из Walmart'ов, и я его оттуда заберу. И сейчас поеду в Walmart, куплю себе уже для сегодняшней ночи одеяло, потому что спать в машине все-таки достаточно холодно, даже в LA. В дальнейшем буду спать и под спальником, и под одеялом. Ну и, соответственно, чередовать эти варианты, миксовать их в зависимости от нужной мне температуры. Второй день в LA начинается. Погнали. Итак, первым делом у меня сегодня не Walmart, а вот такой магазин под названием Home Depot, типа Lowe's. Хочу посмотреть себе огоньки для машины на батарейке, чтобы можно было их ставить по контуру, прикрепить, и они светились. И еще крепление для ткани, чтобы закрывать окна. Короче, такие небольшие технические усовершенствования машины для комфортной в ней жизни, я бы сказал. На самом деле это просто такая здоровенная, бесконечная Оби, наверное, или Икея, с чем это можно сравнить. Здесь просто все. Если нашел уже вот такие вот лампочки, возможно, их возьму. Итак, это мои последние покупки, думаю, для машины на сегодня. И завтра у меня остается последний спальник, который приходит в этот магазин завтра, потому что его сегодня нет, он типа приходит со склада. Я его покупаю за $24, и на этом все. Так, это я купил себе наконец-то одеяло. Сегодня тоже ночью достаточно мерз, теперь мне будет тепло и комфортно, под ним точно уже. И со спальником будет вообще вдвойне тепло и комфортно. Купил ткань для того, чтобы ей закрывать на ночь окна. Фух, и наконец-то спустя час я это все доделал. Теперь у меня в машине появились шторы. Вот так вот они выглядят на всех этих окнах. Они есть, там пока что нет. Но думаю, только буду просто чем-нибудь здесь загораживать, и будет у меня здесь норм. Теперь мне будет нормально спать. Не буду светить мне прямо в лицо фонари. Что за чудесный просто образ жизни. Сегодня буду ночевать на этой парковке, прям даже никуда не буду отсюда уезжать. Сейчас я иду из офиса. Вон он находится сзади меня. Это Starbucks. Вот мой дом, моя машина. А вот так вот уже приноровился в багажнике делать сок. Очень удобно. Нарезаю просто в таком блюдце фрукты, которые я себе купил. И выдавливаю в соковыжималки. Сюда я кидаю мусс. Так, наконец сейчас начинается то, о чем я так долго мечтал. Это путешествие. Стадия, когда я включаюсь. Когда я не просто сижу на одном месте. Когда я активно путешествую и делаю качественный контент от Макса Листова. В течение следующих месяцев я буду скитаться по стране. Точнее, по этому побережью. По 3 штатам. Это Орегон, Вашингтон и Калифорния. Путешествовать, смотреть, фотографировать, общаться, знакомиться и искать какие-то новые места. Ночевки в машине, непонятно где, непонятно когда. Вот это, мне кажется, и называется. Типа такой... Чего? Опять мой любимый офис Starbucks. Итак, новый влог готов. Вот он здесь. Впереди долгие часы рендера. Хорошо, что Starbucks работает до 11. Успею сегодня его отрендерить, подготовить к публикации. Думаю, завтра его уже загрузить. Сейчас пока что отнесу ноут в тачку и пойду похожу по магазинам, посмотрю, что здесь есть. Вот такие дела. Удобно. У каждого свои прогулки. У кого-то по лесам, у кого-то по побережью моря, а у кого-то по парковке торгового центра. Я иду сейчас в магазин под названием Рей Коп. Там есть всякий
состав для путешествий. Хоть я ничего покупать не буду, так как у меня сейчас почти что нет денег на текущий момент. Но просто гляну, что там есть. 31 января ночная пробежка будет у них. Классно. Вот там всякие палатки. Крутые ручки в виде этих топоров для скал ледяных. Палочки для ходьбы, думаю, мне еще рановато. Очень все красиво у них сильно выглядит. Вот, кстати, спальники. 130, 120, 89, 150. А я себе заказал за $24. Экономия. Когда-нибудь буду я хайкать в подходящей обуви, но не в этот раз. В магазине цены не соответствуют моему образу жизни. 18 баксов за носки. За одну пару носков. 19 баксов. Это очень много. Просто какая-то азбука вкуса. Спортмастер. Конечно же, тут есть велики. А это я. Батарейка для рук, смотрите. Включается и греет ваши руки. Интересная тема. 45 баксов. Я думал себе ее взять, но пока что нет. А вот, кстати, Зиппа такая же есть, но только газовая. Совершенно спонтанно я нашел, что искал. Вот такую вот лампочку. А 19 баксов плюс еще скидка 40%. То есть 12 баксов. Беру. Слушайте, ну просто программа Мега Максимум выполнена. Куплены даже огоньки, которые я пойду повешу в машину. И мне кажется, в ней станет достаточно уютно ночью, если их включить. Сверху развесить будет прикольно. А место, где я сейчас тусую, называется Бурбанк Empire Центр. Итак, примерно как-то вот так вот все это выглядит. Развесил лампочки, повесил уже шторы. Отлично, просто все держится. Мне нравится, классно. Теперь вообще просто как дома. Стоит ноутбук, рендерит видос, горят лампочки. Сейчас сделаю сок и пойду загружу влог в Starbucks. Итак, утро следующего дня. Сегодня уже провел небольшое обучение по Инстаграму, создание стратегии, развития и прочее. И сейчас приехал в Malibu Hills State Park. Природа, жарко, очень жарко. Я в шортах и футболке. И это просто кайф. Итак, что я могу сказать про Malibu State Creek Park? Скучноватенько, не стоит того. Ехал. Но на самом деле я знал, что он здесь. Не буду говорить, что так спонтанно его нашел. Я нашел здесь буддийский храм. Он очень красивый, как в Таиланде храмы все стоят. Он находится прямо в Лос-Анджелесе. Интересное сочетание. Pray for your daughter, pray for your son, pray for your daughter, could be a gun. Pray for your mother, pray for your dad, could be a madman, could be your friend. In unison with a cold wind, feeling darkness under my skin. I'm killing myself, fighting my sins, cannot resist them gonna win. И наконец-то то, о чем я так долго мечтал, все делал. Наконец-то то, о чем я так долго мечтал. Я на пляже в Малибу, на берегу океана. Я пойду сейчас купаться просто в ледяной океанской воде. Сейчас там около 15 градусов вроде. И знаете, это очень холодная температура для воды. Такой вот у меня сегодня день. На самом деле даже не хочу ее смотреть ногой, потому что если я ее сначала попробую, потом буду в нее забегать, она станет точно холодная. А так я пока что не знаю, какая она. Я просто резко в нее окунусь. Как же это кайфово, а! Вот спрашивайте, как я моюсь. Именно вот так я и моюсь. Вот именно об этом просто я мечтал в последнее время. С момента, мне кажется, отъезда с океана, искупаться на нем. И я это сделал, и это очень круто просто. Нереально. Теперь сижу, кайфую, немножко полежу, просто позагораю. Такие дела на сегодня. Утром немножко поработал, сейчас можно немножко отдохнуть.
Также офигенно просто весь день проводить на океане, загорать, купаться, ходить около него, пить свежевыжатый сок. Просто лучшее, что может быть. Конечно, это не так все на постоянной основе, но тем не менее, блин, просто мне даже сказали, что у меня голос изменился, насколько я здесь просто рад. И чувствую себя здесь в своей тарелке, можно сказать. Кайф просто. Просто кайф. Сегодня у меня день на океане. Встречаю заказ здесь. И вечером уже поеду в сторону города, работать в Старбаксе. Такие планы. Как же на улице уже стало холодно. Говорю сейчас по телефону. И пойду уже в сторону машины. Но заказ, к сожалению, до конца не успею встретить. Но, по крайней мере, солнце садится. Но уже в 4:53 вечера на улице просто какой-то ледниковый период, мне кажется. Сегодня просто нереальнейший закат, безумно красиво, безумный просто закат, просто безумнейший. И вау, он там вообще небо слилось по цвету вместе с океаном. Это очень круто. Я сейчас поеду уже в сторону своей сегодняшней ночевки, это будет Starbucks, только на этот раз в Малибу, где-то там. Такие вот дела. Блин, как красиво. Я сейчас понял, что я живу той жизнью, которой я хотел жить. Я стою сейчас в середине дороги, где-то в Калифорнии, босиком. Весь день плавал на океане, и это путешествие то, которое как раз мне и было надо, о котором я так мечтал. И в машине просто этот нереальный вид с огоньками, это безумно красиво. Это просто нереально уютно. Я сейчас включил здесь себе фонарики и делаю сок таким вот видом просто на красный прекрасный закат. Вот такой вот у меня вечер. Приехал сейчас в один из торговых спотов города Малибу и нашел здесь Starbucks. Смотрите, просто все заклеено. Потому что сегодня что-то здесь красили. Я стоял, не смог найти вход минут 15 сейчас. Что вы видите? Раз окно, два окна. При этом вы видите, что тут сидят вроде как люди за ним. Ты не знаешь, где войти, все как одно. Боитесь входить вот в эту вот непонятную дверь. Открывается Starbucks. В Старбаксе работают очень милые люди. Сейчас минут 10 просто общаемся с девочкой, которая здесь работает, мыла полы. Подошла ко мне, узнала, что я здесь делаю. Приятно. Сам понимаю, что я сейчас живу своей мечтой, и что раньше я об этом мог только думать. Вот здесь, и сейчас я реально просто как джипси настоящий. Перемещаюсь, не знаю, где буду ночевать завтра, сегодня на парковке, там-сям. Идем дальше. В сегодняшнем Старбаксе небольшое разочарование. Он работает всего лишь до 9 часов и закрывается. Поэтому я из него уже свалил. Сейчас дойду до Ральфса. Это продуктовый магазин, типа как пятерочка. И куплю себе какой-нибудь фрукт, типа свити хочу, или грейпфрут сладкий, и сделаю из него сок. Итак, вот и подходит к концу мой вечер. Уже разложил себе здесь все, что только можно. Закрыл окна своими импровизированными шторами. Такие вот дела, так что буду сейчас делать сок, раскрою одеяло, которое я себе купил, и буду спать. Такие планы. Увидимся утром. Так, время 6:30 утра. Светает, конечно, сейчас поздновато, но пора вставать. Уже второй день сплю, что просто комфортно, не просыпаюсь. Раньше же всегда было дико холодно, я просыпался ночью просто по 100 раз. Сейчас все норм. Каждое мое утро начинается с уборки. Например, сложить одеяло, чтобы оно аккуратненько лежало и валялось на весь багажник. Сложить плед, забраться с мусором, от фруктов которого тут уже очень много как-то накопилось. И как-нибудь скинуть все вещи в одну кучку, чтобы они не валялись по всей машине. Конечно, можно потом будет их разобрать, но пока что и так норм. Ну и, конечно же, сделать себе на завтрак стакан сока.
Hmm? Rock climber? Rock climber? Yeah. No, I'm just traveling. Yeah, I just asked because sometimes Yeah, I like look like- I you like look rock like- climbing. Yeah, yeah, I do it sometimes. yeah, you look like you'd be good. You know? Yeah, it's really nice sport. I got it. I'm just leaving my car. Yeah, me too. Me Yeah? too. Yeah, Really? yeah, Right here? yeah. Just crash. Теперь думаю, почему я не рок-клаймбер и почему я не лазю по скалам. Итак, сейчас ехал уже в сторону Волмарта, чтобы забрать свой спальник. Наткнулся на такой серфинг-спот. Но на самом деле очень холодно. Все, конечно же, в гидриках. И вон, прям волна такая хорошая пошла. Кататься очень холодно, но ребята молодцы, не сдаются. Вода там просто рила ледяная. Я вчера смог в ней продержаться секунд 40 и потом из нее выбежал. Как бы типа можно, но ставится подолгу. И это на самом деле холодно. Итак, мои планы чертовски быстро меняются. Я ехал в одно место, думал, поеду в Walmart, но в итоге решил, что сначала заеду на Санта-Монику, так как я ее проезжал, чтобы позаниматься воркаутом, так как тут есть площадка прямо недалеко. И заехал, припарковался на парковке. Тут есть такой небольшой лайфхак, ты на нее заезжаешь и можешь сказать, что ты едешь на выезд, потому что выезд тут как бы с другой стороны, и у тебя нет уже никакого выбора, чтобы ты не можешь с нее выехать, по ней не проехать. Просто ты на нее заезжаешь и машину тут кидаешь. Не знаю. Я так уж делаю третий раз, вроде норм. Вот Санта-Моника, знаменитый пирс с этим колесом обозрения. Одно из самых больших развлечений, даже сказал, спорта, это вот такие вот кольца. Надо по ним от начала и до конца пролезть. И это на самом деле не так просто, как кажется. Но я сейчас поделаю и это, и позанимаюсь на турничках, на которые я сейчас пришел. И это совсем не так просто, как кажется. Позанимался полчасика, и мерзкий мелкий дождь выгоняет меня с побережья, поэтому пойду в машину сейчас и пойду продолжать свой сегодняшний путь. Надо как-то учиться интегрировать спорт и путешествия гораздо на более частой основе, я бы сказал. Такие дела. Итак, я приехал в Walmart, и это оказался не тот Walmart. Я просто перепутал адрес на карте. Ну ладно, сейчас все исправим. Так гораздо лучше. И я забрал свой спальник за $24. Там они его распаковали. Так, а это мой самый уютный Starbucks. Тут такие стоят столики на улице, а вон там внутри буду сидеть сейчас. Там очень уютненько и можно приятно посидеть. Я нашел сейчас просто самое лучшее рабочее место в Старбаксе. Это самый угловой стол, который находится вот в таком вот уголочке, с которого вид у меня открывается ровно вот такой. Стена, все вижу, очень мало мира. И переместился сейчас немножко с водой поближе к Walmart'у, так как иду сейчас купить себе виноград. Спустя примерно дней 12 на соках я решил поесть твердой пищи. Я первый раз за 12 дней, или сколько, я посчитаю потом, когда буду монтировать видос. Вот здесь поставлю, сколько я был дней на соках. Чисто цитрусовый, апельсин, грейпфрут, лимон и гранат. Сейчас хочу поесть просто виноградика. Могу тут смерть так просто пару минут походить его, поесть там. В принципе, не брать ничего уже. И утро следующего дня, стою сейчас, разбираюсь в машине. Как обычно, мои утренние процедуры. Сложил одеяло, спальник. Убегает девушка, говорит, что меня узнала. Привет! Просто приехали в Starbucks и меня здесь увидели. Да, мы здесь живем недалеко. Вот такие вот просто совпадения на парковке Starbucks где-то в Бурбанке меня узнали. Это классно. Итак, приехал сейчас на Венес-Бич. Это место тут как типа Сочи. Очень много народу. Самый популярный здесь пляж туристический такой очень. Такие вот куча магазинов с всяким барахлом. А вот тут я сделал с Оксимироном фотку. И ах да, конечно же здесь пахнет травой, потому что это Венес-Бич. Ты чуваку подам мячик. А приехал сюда не просто так, а для того, чтобы встретиться с девушкой, которая мне написала в инсту. Мол, давай пересечемся. Я такой, ну давай. Все-таки знакомиться с новыми людьми, это интересно. Пообщаемся. Она здесь тоже живет. В смысле, она здесь просто живет, а не кочует, как я.
Кстати, уже вчера вечером я вышел с соков, но Лена, с которой я сейчас встретился, все еще сидит на них. Сколько ты уже сидишь на соках? Я удивился, потому что сейчас сказала, что ты не просто веган и сыроед, а еще и сидишь на соках сейчас тоже, как и я. Да, я сижу на соках уже сегодня 13-й день. Сколько я знаю, ты еще занимаешься йогой. Не всегда вопрос всегда всем одинаковый. Что для тебя йога больше? Спорт или духовность? Нет, конечно, духовность. И ты знаешь, я даже занимаюсь не просто йогой, как обычно тут все, особенно в Америке, тут такая йога. На самом деле просто действительно какая-то гимнастика или упражнение. Я занимаюсь именно кундалини-йогой, где больше идут всяких кри, где идут медитации разные. Там даже нету какой-то растяжки, каких-то таких шпагатов непонятных. У меня такого нет. Это больше именно как раз-таки для души. И какой в итоге результат получается? Ты успокаиваешь свой мозг, становится он больше и больше, знаешь, как ты концентрируешься на каких-то определенных вещах. Приводишь просто в порядок свой ум, более спокойный становишься. Все раскладывается во время йоги по полочкам Да, как-то. да, да. Я все еще ни разу не занимался, но мне кажется, я просто жду тот момент, когда йога сама войдет в мою жизнь, так вот, когда она будет мне нужна. Всегда вот как-то было интересно, я знаю, что зайдет она мне, понравится, но все вот жду, когда же будет тот самый момент. С чего начинал вообще? Как начать заниматься йогой? Что лучше? Кажется, знаешь, лучше всего заниматься с йогой, если ты найдешь кого-то себе, как бы партнера какого-то, с кем ты вместе будешь ходить. Так что могу сказать, что если рекомендовать чей-то канал по поводу питания, какого-то сыроедения, веганства, йоги, медитаций и такого духовного и физического правильного образа жизни, то я могу сказать, что это может быть только Лена, потому что канал и качественный, и информативный, что немаловажно, что вы смотрите не просто на красивую картинку, либо не просто полезную информацию, а какая-то совокупность всего вместе, и очень много полезных видео по, я считаю, питанию, сыроедению, йоге можно узнать у Лены на канале, так что если хотите, посмотрите, подпишитесь. И мы сейчас уже переместились в другое место. Лена мне рассказывает про какую-то гору под названием Шоста. Как она называется? Шаста называется. И в, там, и в чем ее особенность? Эта гора считается одной из такой точек, как чакра Земли, есть энергетические чакры Земли, куда съезжаются все паломники со всего мира. Говорят, что когда ты там спишь, вместо обычных снов у тебя приходят какие-то как будто такие ощущения, как будто ты айваску съел или ЛСД, то есть там... Надо будет там, короче, мне, интересно. надо будет мне там поспать, где-нибудь там прям припарковаться, Да, около, да. нашел уже ее на карте. Там очень много видят инопланетян, то есть постоянно наблюдают инопланетные Что? какие-то тарелки. И, кстати, я читала такое, что Шаста называется, потому что первые поселенцы там были, оказывается, русские. Да ладно. Да, и они эту гору назвали Счастье. Да ладно. Но из-за того, что потом американцы уже не могли выговаривать счастье, они назвали его Шаста. Да? Короче, теперь у меня есть еще одна цель, это гора Счастья. И рядом город с очень хорошим названием. Город Уид, около горы Счастья. Мне кажется, Прекрасное кажется, сочетание. поэтому там гора Счастья, потому что там есть город Уид. Ну и именно на этом, думаю, заканчивается уже этот влог. Пора подводить его итоги. Я уже его смонтировал, там он сзади у меня полностью готовый лежит. Осталось только вставить вот этот кусок, который говорю прямо сейчас. Сижу, кушаю малину на парковке Walmart, около Starbucks, около своего офиса. Все еще жду из ремонта дрон. Как только он у меня появится на руках, сразу же буду готов выезжать в следующие точки. И могу сказать, что в LA провел достаточно хорошо время, но уже готов отсюда ехать, и уже хочется отсюда ехать, потому что немножко начинает все надоедать здесь. Надеюсь, что завтра мне уже дадут дрон, и я смогу отсюда валить. Так что спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так оно и есть, то можете поддержать меня и поставить... Хотя нет, лучше не ставьте лайк, а делитесь им с друзьями, которым оно тоже может, возможно, понравиться. Спасибо вам большое за это. Ну и, конечно же, можете поставить лайк, если хотите. С вами был Макс Листов. Спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующем видео уже из следующей поездки. Так что всем малину, я бы сказал. Всем, чтобы ваша жизнь была как малина. Такая же вкусная и красная, сладкая. Качественный контент. Только качественный контент. Макс Листов. Всех обнял.